Студия, где проходило интервью, была обставлена со вкусом. Кремовые стены и огромные окна создавали ощущение легкости и открытости, а уютные кресла и контрастные подушки приглашали к искренности. Сквозь занавески в комнату просачивалось утреннее солнце, придавая лицам мягкие золотистые оттенки. Надежда сидела на краю овального кресла, аккуратно поглаживая округлившийся живот. Несмотря на усталость, пронзившую каждую клеточку ее тела, ей хотелось выглядеть собранно и оптимистично. Павел, ее муж, сидел рядом, обняв жену за плечи, но пальцы его нервно перебирали другой край подушки. Он старался говорить уверенно, отвечая на вопросы журналистки, о семье, о планах на будущее, о детях. «Вы готовы стать родителями 5 малышей сразу?» — с улыбкой спросила журналистка, чувствуя нервозность гостей. «Не боитесь перемен?» Павел с видимым усилием улыбнулся и сказал, что ради семьи он пойдет на все, что любые трудности можно преодолеть вместе, если есть любовь. Надежда бросила на него быстрый взгляд, надеясь найти в его лице ту уверенность и надежность, которой ей самой сейчас ужасно не хватало. Она поймала на себе взгляд мужа, но тот тут же скользнул по вырезу блузки журналистки, и сердце женщины ушло в пятки. Тревога замерцала свежей болью, но она промолчала, не желая разрушать даже видимость спокойствия. За разговорами и заботами дни скользили один за другим, и усталость крепко цеплялась к плечам. Павел все чаще стал задерживаться на работе, каждый раз принося оправдания и половинчатые улыбки. Он уверял, что переработки — это временно, что деньги сейчас нужны особенно сильно, потому что впереди большая нагрузка. Но Надежда видела. Муж все больше отдаляется, словно закрывает за собой невидимую дверь. Ей приходилось скрывать свое разочарование, убеждать себя в необходимости думать прежде всего о детях, о будущем. Она пыталась сохранить тепло дома, даже когда порой возникало ощущение, что говорит с Павлом через толстое мутное стекло. Оба они пережили неудачные браки, каждый свое разочарование, каждый свой страх. Теперь им обоим каждый вечер приходилось вновь учиться доверять и прощать. Мир Надежды сводился к бесконечным компромиссам, когда даже улыбки были больше для поддержки самой себя, чем для окружающих. Тревога за будущее не отпускала ни днем, ни ночью. Надежда много думала. Как она справится с воспитанием 5 малышей почти в одиночку? Помощников практически нет. Ни бабушек, ни дедушек, только редкие звонки родственников. Ее сердце сжималось от этой всемирной усталости и страха. Неужели, став матерью 5, она всегда будет чувствовать себя настолько одинокой и беспомощной? Она пыталась убеждать себя, что вместе с Павлом они будут способны преодолеть многое, но все сильнее сомневалась, сможет ли муж выдержать такую нагрузку. Иногда ей чудился голос матери: «Береги себя, дочка». Но отклика не было, кроме тишины и собственных тревог. Когда интервью подошло к концу, появилось странное напряжение. Журналистка поблагодарила за откровенность, свернула блокнот, а Павел будто преобразился. Он стал оживленнее и даже предложил журналистке встретиться для уточнения деталей. У самого выхода из студии он быстро обернулся к Надежде, будто что-то хотел сказать, потом кивнул жене, но остановился и, почти не глядя, легко поцеловал журналистку в щеку. Надежда едва заметно вздрогнула. Она поняла, что осталась не только без поддержки, но и без простого уважения. Весь вечер эта сцена будет стоять у нее перед глазами, вызывая стыд и растерянность. Заподозрить и обвинить — значит посеять еще большую трещину, но простить не выходит. Внутри копится мутный, вязкий осадок. Оставшись одна, Надежда долго сидела без движения, устремив взгляд в окно, где лениво кружили облака. Мысленно она пересчитывала будущие заботы: 5 новорожденных, бессонные ночи, жизнь, полностью посвященная детям,
отсутствие помощи по хозяйству, постоянные хлопоты и тревоги. Мысли о воспитании малышей казались пугающими, иногда даже фантастическими. Сможет ли она научить каждого из них быть самостоятельным и счастливым человеком? Или утонет в рутине и бессилии? Порой ей хотелось просто сбежать, исчезнуть, освободиться от груза, который ложился на плечи. Но, приложив ладонь к животу и почувствовав легкие толчки внутри, она вновь и вновь решалась идти до конца ради малышей. Наутро дом наполнился запахом кофе, но утренний визит к врачу превращается в череду событий, которые меняют все. У кабинета Надежда нетерпеливо переминается с ноги на ногу, поглаживает живот, молится о том, чтобы малыши были здоровы. Врач, озирая ее внимательным взглядом, вдруг говорит: «У вас пятерняшки, Надежда, поздравляю». Надежда останавливается, словно не веря своим ушам. 5? Это точно не ошибка? Врач улыбается и в который раз показывает снимки. Да, 5 сердечек, 5 маленьких чудиков. Страх притупляет все остальные чувства. Хочется рассмеяться и заплакать одновременно. Она просит врача еще раз перепроверить, но тот тверд. Ошибки нет. Все внутри становится легким и одновременно тяжелым, словно шагнула с обрыва. Ей невыносимо страшно. Кажется, что даже воздух становится густым от напряжения. Весь день Надежда пребывает в каком-то странном оцепенении, раз за разом представляя, как будет выглядеть их будущая жизнь. Как они разместятся в квартире, как организовать питание, уборку, уход, как она справится со всем этим почти в одиночку. Будет ли у нее возможность мечтать, или все растворится в бесконечной заботе? В воображении возникают лица малышей. 2 озорные, мальчишеские улыбки, 3 доверчивых девочкиных взгляда. Она хочет делить заботы с мужем, вместе радоваться и переживать, но Павел избегает ее звонков, как будто смывается с горизонта, оставляя ее в мире неопределенности. Когда, наконец, Павлу удается дозвониться, он сначала молчит, потом начинает смеяться и шутить. 5 сразу. Вот это да, вот это сюрприз. В его голосе нет радости, только попытка скрыть растерянность и тревогу. Надежда слушает его ответ и чувствует, что это не искренность, а неумелая маска. Он обещает отпраздновать события после очередной смены, но вся его бодрость кажется искусственной. Она понимает, что не может полностью полагаться даже на собственную интуицию, ведь между ними встает стена молчания и нерешенных обид. Едва они обсудили будущее, финансовые проблемы стали отравлять атмосферу дома. Павел все чаще уходит в работу с головой, оправдываясь постоянными проектами и заданиями. Он начинает вкладывать их общие деньги в странные предприятия, надеясь разбогатеть быстро и безболезненно. Но ничего не выходит, только появляются новые дыры в бюджете. Надежда, беременная, лишена возможности даже выйти на работу. Все средства теперь зависят только от Павла и случайных государственных выплат. Постоянная неопределенность съедает изнутри. Как быстро закончатся деньги? Что делать, если не хватит на продукты и подгузники? Она впервые по-настоящему боится за себя и детей, а Павел становится только раздраженнее. Вечерний разговор о тратах перерастает в ссору. Надежда требует объяснений. Куда уходят последние сбережения? Почему деньги исчезают со счета, который предназначен детям? Павел упрямо молчит или выдает туманные объяснения, говорит о благих намерениях, о больших перспективах, которые непременно скоро сбудутся. Она чувствует в его словах не заботу, а скрытую угрозу будущему семьи. Эти деньги для нее — единственная гарантия, что дети не окажутся голодными. Павел устало вздыхает. Обещает больше не касаться счета, но Надежда знает, этому обещанию нельзя верить.
После трудного разговора Надежда ощущает, что вся ее злость и обида никуда не уходят. Она засыпает, уткнувшись в подушку, злится на себя, на мужа, на обстоятельства. Павел выходит из комнаты, будто сам уже давно живет где-то далеко, а она — лишь часть какой-то обязательной рутины. Она еле успевает вытереть слезы, как вдруг раздается резкий стук в дверь. Сердце уходит в пятки. Кто мог прийти, когда она чувствует себя такой беззащитной и разбитой? На пороге оказывается журналистка из той же студии. Она входит быстро, с легкой улыбкой, но Надежда замечает ее излишне оценивающий взгляд, будто ищет повод для критики. «Я понимаю, что ты сейчас не в лучшем состоянии», — начинает она, быстро скользя глазами по квартире. «Но мне действительно нужно поговорить». Надежда неохотно кивает, объясняя, что устала и плохо себя чувствует, но журналистка уже решительно устраивается на стуле, как будто намерена добиваться своего любой ценой. И тут журналистка переходит в наступление. «Павел после интервью проявил активный интерес ко мне, предложил встретиться, потом отвел до дома. В лифте позволил себе...» Она краснеет, наигранно улыбается. «Поцелуи, о которых я даже не догадывалась». Надежда в замешательстве. За несколько секунд привычная реальность рассыпается на куски. Сердце бешено колотится, гнев смешивается с отчаянием. Вскочив, она с размаху бросает в гостью первую попавшуюся книгу — толстый дамский роман. Журналистка уклоняется, выглядит сочувствующей, но она явно получает удовольствие от происходящего. «Если не веришь, проверь у его начальника», — бросает она, протягивая записку с телефоном. Когда журналистка уходит, хлопнув дверью, квартира кажется огромной и пустынной. Порыв эмоций сменяется пустотой и растерянностью, хочется кричать, но даже голос не поднимается. Надежда сидит на полу, прислонившись к стене, и пытается осознать происходящее. Возможно ли такое предательство? Она в отчаянии. Хочется вернуть контроль, хоть какой-то порядок. Механически она набирает номер Павла, еще надеясь, что это злая шутка или досадное недоразумение. Павел, услышав обвинение, спешит оправдаться. Его голос звучит уставшим и оборонительным. «Да, я виделся с ней. Просто обсуждали детали статьи», — говорит он. «Никакого злого умысла, мне это для работы». Надежда не верит, чувствует фальшь в его словах, замечает, как он врет, даже не утруждая себя особо придумывать убедительное оправдание. В голове у нее мелькает вопрос: неужели он вообще больше ценит чужую женщину, чем свою семью? Их разговор заканчивается ничем. Глубокая обида отравляет каждое слово. В отчаянии Надежда решается позвонить начальнику Павла. Ее голос дрожит, когда она говорит по телефону, пытаясь не расплакаться в трубку. «Ваш сотрудник Павел появился ли сегодня на работе?» — спрашивает она. «Павел?» — удивляется начальник. «Нет, он уволился. Перешел на удаленную работу пару недель назад. Странно, что вы только сейчас спрашиваете». Слова, как молот, бьют по сердцу, в ушах звенит, по телу прокатывается дрожь. В этот момент, прямо среди разговора, у Надежды резко начинаются схватки. Боль буквально вырывает ее из реальности, все превращается в сумятицу и белый шум. Ее срочно везут в роддом, все происходит почти помимо ее воли. Боли становятся неощутимыми на фоне страха. Сможет ли она одна защищать и кормить 5 детей? В родовой палате мелькают лица акушерок, фразы врачей, которые призывают ее изо всех сил тужиться, держаться. Это несколько часов агонии, и, наконец, один за другим появляются 5 крошечных созданий, каждый из которых мгновенно становится частью ее мира. Слезы, усталость, облегчение — все смешивается в водоворот чувств. Павел появляется в палате после родов только для того, чтобы посветить лицом для телевидения.
и кажется посторонним даже в этот момент. Журналисты снимают, как он держит детей на руках, ловят самый выгодный ракурс для яркой картинки семьи героя. Но едва стихает шум камеры, как Надежда получает от Павла сухое сообщение. Он улетает в другую страну, не может быть семьей. Ни причин, ни объяснений, только два предложения на экране. Весь хрупкий мир надломился. Гнев и разочарование схлынули, уступив место опустошению. Последующие 3 дня проходят в слезах, тяжелых мыслях, мучительном бессилии и недоверии к любым словам. Никто не звонит, никто не приходит, она остается с пятерней на руках, будто на маленьком островке боли. Однажды, глядя на спящих детей, Надежда решает выплеснуть горечь. Если не с кем разделить печаль, то хотя бы рассказать всему миру. Она берет телефон, делает фотографии, пишет честный и пронзительный пост. «Мне страшно, мне больно, мне хочется выйти и отступить, но у меня не было иного выхода. Смотрите на нас, я и 5 малышей, сейчас мы вместе. Это и есть мое новое завтра». Первый пост вызывает интерес. Лайки растут, приходит множество сообщений поддержки. Она отвечает на комментарии, делает новые снимки, открывает страницу для подписчиков, постепенно, ежедневно делясь своей жизнью, мыслями, тревогами, маленькими и большими победами. Так начинается ее путь блогера и мамы одновременно. Через несколько недель ей пишет Максим Александрович, давний знакомый из прошлого, который случайно увидел ее посты. Он осторожно интересуется, как она справляется, предлагает помощь и поддержку, сначала словами, потом поступками. В письмах и чатах она рассказывает ему обо всем — о детях, о трудностях, о Павле и его предательстве. Максим возмущен, не скрывает своего мнения. Бросивший мать с пятерней не мужчина, а трус. Его сочувствие согревает душу Надежды, и постепенно она начинает открываться ему все больше, доверять свои мысли, разделять с ним не только боль, но и случайные радости. Непредвиденная беда совсем выбивает почву из-под ног. Младшая дочь Лизонька начинает задыхаться во сне, она бледнеет, врачи требуют срочной дорогостоящей операции. Надежда, уже научившаяся жить в состоянии постоянной нехватки денег, не знает, что делать. Все ее ресурсы на исходе. Она пишет Максиму, не надеясь на чудо, но он немедленно помогает. Переводит сумму, которой хватит на операцию, а главное, остается на связи, поддерживает словами. Операция проходит успешно, Лизонька выкарабкивается, а у Надежды впервые за долгие месяцы возникает надежда, что все худшее позади. Жизнь начинает потихоньку поправляться. Лиза поправляется, Надежда узнает все больше подписчиков, блог стабильно приносит небольшой доход. Максим сдержанно, шаг за шагом становится не только надежным другом, но и мужчиной ее сердца. Между ними крепнет связь, сначала общение, потом признание и поддержка на каждом шагу. Спустя еще несколько месяцев Максим делает предложение. Не пышно, а искренне. И, войдя в новый дом, Надежда впервые за многие годы чувствует себя по-настоящему счастливой и любимой, окруженной заботой и любовью всех 6 малышей. Спустя 5 лет счастливая семья отдыхает на морском берегу. Надежда гуляет по пляжу, держа за руки малышей, вокруг полно света, радости, криков и смеха. В какой-то момент в толпе она замечает усталого мужчину с бывшими знакомыми чертами лица. Это Павел. Он постарел, выглядит растерянным и потерянным, его движения неуверенны. Он подходит, смотрит на Надежду вопрошающе, мямлит что-то про тяжелую жизнь, медитацию и поиски себя. «Ты снова беременна?» — удивленно спрашивает. «Да», — спокойно отвечает она, сдерживая улыбку. Павел не спрашивает ни про детей, ни про заботы, только просит пару сотен на еду или ночлег. «Жаль, что у вас все вот так.
а у меня вот так». Он вздыхает, не глядя в глаза. Надежда смотрит на него уже без обиды, только с легкой грустью. Максим появляется рядом, зовет жену и детей на яхту, которая белым пятном маячит на фоне моря. Все садятся в одну лодку и отправляются к новой жизни. Надежда оборачивается последний раз. Павел стоит на песке, словно тень былого, растерянный и уже чужой. Она понимает, все, что казалось концом, обернулось началом. 5 детей, которым она боялась не суметь подарить счастье, стали ее главной силой и смыслом. Их смех сливается с криком «чаек», свет солнца искрится на воде, а жизнь открывается снова яркой, наполненной и цельной. Бывает у каждого выбор, но иногда только испытание дает тебе шанс быть по-настоящему счастливым. И если таких шансов 5, лучше не терять ни одного.